Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам советских микролитражных автомобилей. И сегодня я вам покажу четвертый по счету Запорожец от производителя Deep Models в масштабе 1 к 43. И серию запорожцев от Deep я приобрел в коллекцию под конец 2020 года. В одном крупном российском интернет-магазине на эти модели была распродажа, и каждая из масштабных копий обошлась мне примерно в 2000 рублей. Это вполне адекватная цена на конец 2020 года, с учетом того, что это все же высокотехнологичное изделие, но за полную цену эти модели мало для кого представляли большой интерес, и когда эти запорожцы были в новинку, я не обращал на них особого внимания, потому что в коллекции до этого уже были более бюджетные аналоги из журнальных серий, также некоторые модели ручной работы, и был похожий запорожец в коробочке «Наш Автопром», и он предлагался в двух цветах – синий и белый. У меня в коллекции синий вариант, который я тоже вам покажу чуть позже в данном видеоролике. И сложно судить, почему эта серия запорожцев не сыскала популярности, не стала большим раритетом. Я думаю, здесь совокупность факторов. Первое – это довольно высокая цена для российского собирателя. И второе – то, что эта модель оказалась в не очень удачное время. Рынок уже был насыщен различными моделями. Выпусти эти модели 15-20 лет назад, их бы расхватали, даже не задумываясь о цене. А сейчас уже более требовательный коллекционер, и он выбирает, что ему взять в свою коллекцию. И здесь коробочка очень компактного размера. Она выполнена в традиционном стиле для данного бренда, темно-зеленый фон с логотипом Deep Models, и на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Указан их официальный сайт, на котором можно ознакомиться с ассортиментом этого бренда, и интересно то, что эти модели изготовлены на Мадагаскаре, если верить надписи, и интересно, какая компания делала эти модели для Deep. Я предполагаю, что Spark Models, но возможно конкретно эти запорожцы делал кто-то другой. И также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти эту модель в интернете. Указан прототип ЗАЗ-965А, экспортный вариант, модификация Ялта, и масштабная копия копирует прототип 1967 года. И также интересно то, что здесь артикул заканчивается цифрой 6. Получается, из 5 моделей не хватает 4-го артикула. Возможно, здесь какая-то путаница, возможно, 4-й экземпляр не пошел в серию, это был какой-то спецавтомобиль, и, возможно, эта модель осталась только на стадии прототипа. Но интересно было бы увидеть и другие модификации, потому что, повторюсь, в целом это вполне хорошее конкурентоспособное изделие. Есть запорожцы и ручной работы, также есть модели от мастерской ICV, которые стоят как минимум в 4 раза дороже, но у ICV не намного лучше проработка, чем у этой масштабной копии, с учетом, конечно, цены. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на эту модель поближе. И также я вам приготовил еще несколько запорожцев, которые есть в моей коллекции, просто для сравнения. И здесь также не очень аккуратно нанесено лакокрасочное покрытие, расшивка местами залита краской, и также некоторые детали не очень аккуратно установлены в свои посадочные места. И все те же проблемы, как и на предыдущих запорожцах от Deep Models, это не очень верное расположение стеклоочистителей, также упрощенные покрышки, которые на диск насажены не очень аккуратно, и на этой модели также не вращаются колесики. Конечно, это небольшая проблема, ведь мало кто будет откручивать эту модель от подиума, но все же хотелось бы, чтобы эти детали не были залиты краской. Салон выполнен в светлых тонах, сиденье, рулевое колесо и обшивка дверей окрашены песочным цветом. Конечно, расшивка изнутри сделана очень примитивно, и даже у журнальных моделей дверные карты проработаны куда более правдоподобно. Но порадовало то, как сделана панель приборов. Есть небольшая декаль с различными датчиками, на рулевом колесе сделали небольшой ободок из фототравления, также на дверках окантовка на окнах сделана из фототравления, а задние окошки сбоку и лобовое стекло имеют
черную каемочку, которая имитирует уплотнитель. Спереди довольно симпатичные фары, отсутствуют черные точки, но их тоже можно было сделать более выразительно. Также присутствует шильдик ЗАЗ на крышке багажника и установлено небольшое зеркало заднего вида на водительском крыле. И также есть небольшие поворотники в виде прозрачных элементов. И у этой модели также присутствуют регистрационные номерные знаки, но, на мой взгляд, эти детали можно было сделать более ажурно, например, объемными из фототравления, а здесь просто на пластиковую подложку нанесли цифры и буквы. Хотя шрифт вполне соответствует настоящим регистрационным номерным знакам. И повторюсь еще раз, у этой модели, на мой взгляд, очень широкая колея, колеса должны быть больше утоплены в крылья. И можно сделать, я думаю, доработку, но свой экземпляр я оставлю в первозданном виде. Упрощенные фонари, которые изначально сделаны в хроме, и лампочки покрашены красным лаком. Также присутствует небольшой шильдик Ялта на нижней части крышки капота. И отличие этой модификации от обычного запорожца – это наличие хромированного молдинга на боковинах автомобиля. И здесь молдинг сделан тоже вполне симпатично. Я подозреваю, что это пластиковая деталь, сложно понять, потому что она очень мелкая. Но здесь она приклеена довольно аккуратно. И также на задних крыльях присутствуют шильдики Ялта. Но сложно прочитать, что написано, потому что это попросту микроскопическая деталь, и она может потеряться, если вы будете протирать модель, например, тряпочкой. Так что тоже будьте предельно аккуратны и старайтесь лишний раз не прикасаться к корпусу этой масштабной копии. На колпаках также присутствуют небольшие логотипы. Изначально я думал, что это просто слезший хром, но когда начал рассматривать модель под увеличительным стеклом, сумел прочитать, что здесь написано. И давайте покажу, как эта модель выглядит с другого ракурса. И если сравнивать 5 запорожцев от Дипа между собой, то эта масштабная копия мне понравилась меньше всего. Не знаю почему, возможно, сочетание цветов, хотя сам темно-синий цвет здесь очень красивый. Возможно, это то, что здесь очень светлый салон, и на нем видны все недоработки этой масштабной копии. И также, если вы посмотрите на педальный узел, то здесь получается просто какая-то стенка и нету ниши для ног. И это, конечно, тоже портит восприятие от этой масштабной копии. А на втором запорожце, так как напольное покрытие сделано в черном цвете, эта недоработка не бросается в глаза. И я думаю, модификация Ялта смотрелась бы лучше вот в таком голубом цвете или, возможно, в белом варианте окраски. Но, опять же, здесь, с одной стороны, хорошо, что у Дипа все машины друг от друга отличаются цветом, и получается довольно симпатичная палитра, если вы поставите рядом все 5 масштабных копий. И напишите комментарий, понравился ли вам данный запорожец, купили ли вы какую-то модель на распродаже, возможно, вы приобрели в коллекцию этот запорожец, когда он был еще новинкой. Также будет интересно узнать, сколько вы заплатили за эту модель, когда она выходила в далеком 2018 году, если не изменяет память. И также для сравнения вам покажу еще одну модель. Это экспериментальный развозной фургон с кузовом типа пикап. И как раз вы можете наглядно видеть, что у Дипа более реалистично получилась масштабная копия. И, конечно, она выглядит более нарядно из-за обилия хрома. И эти модели примерно одинаковы по стоимости. Так что, несмотря на высокую цену, все же у Дипа более выигрышное приобретение по сравнению с продукцией Ласточка. И также покажу вам мельком аналог от нашего автопрома, который в свое время я приобрел за 250 рублей. Конечно, это не самый лучший вариант в плане
сборки, потому что здесь криво установлено зеркало заднего вида, также присутствуют пятнышки клея, криво установлены стеклоочистители, но на то время лучшего промышленного аналога в этом ценовом сегменте вы вряд ли могли приобрести. И в этой модели тоже окрашен салон. И здесь я сделал одну доработку, это покрасил выхлопную трубу серебристой краской. Изначально она была из черного пластика, окрашенного в массе. Вот такие запорожцы, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Заглядывайте на мой второй канал. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.